Здравствуйте! В эфире военная программа канала НТВ «Смотр». С вами Сергей Кузнецов. Смотрите в этом выпуске. Система автоматического катапультирования. Спасительный черный ящик для пилотов. Развитие катапультных кресел тесно связано с авиацией реактивной. С ее скоростями у летчика, как правило, нет возможности выброситься с парашютом. Еще сложнее покинуть падающую машину при нештатной вертикальной посадке или взлете. В этой ситуации спасти пилота может только автоматика. В нашей стране была создана уникальная система автоматического катапультирования. Первые катапультные кресла появились еще в конце 30-х годов. Лидером в их разработке была нацистская Германия. И это не случайно. Именно в Третьем Рейхе создавались наиболее удачные образцы реактивных истребителей, а системы спасения разрабатывались прежде всего для них. К концу Второй мировой на счету пилотов Люфтваффе было несколько десятков эпизодов удачного катапультирования. В послевоенный период в Советском Союзе, США, Англии создаются все более совершенные катапультные системы. Случаи спасения пилотов даже на сверхмалых и нулевых высотах становятся привычными. Но для реактивных самолетов с вертикальным взлетом и посадкой даже самые совершенные катапульты, приводимые в действие вручную, не годились. Независимо от схемы силовой установки такого самолета, при отказе одного из двигателей или поворотных насадков реактивных СОПу машина мгновенно теряла устойчивость. Грань между допустимыми и аварийными углами крена тонка. Как человеку за доли секунды понять, продолжит полет машина или упадет? Естественно, ни один, даже самый опытный летчик, оценить ситуацию, а тем более выполнить катапультирование, не успеет. Первенец отечественного вертикального самолетостроения, экспериментальный Як-36, взлетал при помощи двух двигателей, расположенных рядом. Моделирование, которое мы предприняли при разработке этого самолета, показало, что самолет этот переворачивается, то есть колесами вверх, за 1,5–2 секунды при отказе одного из двигателей. Было очевидно, необходимо создание автоматической системы катапультирования, черного ящика, который сам оценит ситуацию и примет решение. Задачу подобной сложности не решали еще нигде в мире. Кроме ОКБ Яковлева, к решению этой сложнейшей задачи были привлечены ученые ЛИИ и специалисты предприятий, выпускавших компоненты систем спасения. Вот относительно этого черного ящика, с этого черного ящика и началась история системы автоматического катапультирования. Учитывая, так сказать, принципиальную новизну подхода и ломку старых отношений, путь системы автоматического катапультирования в практику не был простым. Особенность новой системы состояла в том, что она активна только на этапах вертикального взлета и посадки. В горизонтальном полете при необходимости осуществляется ручное катапультирование. Выбор параметров для срабатывания системы автоматического катапультирования – это была, пожалуй, самая сложная техническая проблема, с которой еще никто не сталкивался. Мы проверяли, моделируя весь процесс, различные параметры, в том числе отказы двигателей, параметры, характеризующие отказы двигателей, много параметров. Но в конце концов пришли к выводу, что наиболее объективным параметром или параметрами, характеризующими возникновение и безвозвратное, так сказать, движение самолета в аварийной ситуации, является сочетание углов и угловых скоростей во всех 4 направлениях, по крену и по тангажу. То есть, если вы достигли какого-то угла, он гораздо больше, чем угол допустимый для пилотирования. То есть, если самолет достиг какого-то угла, большего, чем допустимый для пилотирования, и в этот момент угловая скорость направлена в сторону вращения и превышает определенную величину, то это свидетельствует о необратимости процесса. Разработке самой системы предшествовала огромная работа по изучению иностранного опыта.
Были проанализированы схемы всех основных самолетов вертикального взлета, которые на тот момент проектировались в мире. Это дало возможность сформулировать главные требования к системе автоматического катапультирования. Многие специалисты в области создания средств спасения относились к этому скептически. Ну, во-первых, первое заявление было о том, что летчики никогда не примут черный ящик, который вдруг их выбросит из самолета. И это правильно, совершенно правильное утверждение, которое все время сопровождало разработку. Второе, сама система этого автоматического катапультирования должна четко отличать аварийную ситуацию от неаварийной по каким-то параметрам. И таких параметров на самолете не очень много. Важнейшим элементом системы спасения были катапультные кресла. На самолете Як-36 было установлено кресло К-20, разработанное ОКБ Яковлев. На опытных и первых серийных самолетах Як-38 устанавливалась его модификация К-21. В дальнейшем, начиная с 15-го серийного самолета, на Як-38, как и на других новых боевых самолетах, стали устанавливать модификации унифицированного кресла К-36 научно-производственного предприятия «Звезда». Сегодня это кресло не уступает лучшим зарубежным аналогам, а ряд технических решений, примененных в его создании, уникален. Называлось кресло К-36ВМ для одноместной машины, а для двухместных машин это К-36ВМУ. И характерная особенность этих кресел была в том, что при сохранении отличных характеристик самого К-36 наши специалисты наделили его еще целым рядом необычных для того времени свойств. А именно кресло исправляло траекторию, как в продольной плоскости, это в одноместных машинах, и в двухместных, а в двухместных оно, кроме того, еще и в поперечной плоскости, то есть разводило кресла между собой по траектории, с тем, чтобы не сталкивались кресла. Особое внимание уделялось тому, насколько безопасно пилот пройдет между осколками фонаря. Ну и одна из основных проблем была, это, значит, обеспечение безопасности, значит, прохождения летчика через остекление с тем, чтобы осколки остекления, значит, не нарушали, не только не наносили травмы летчику, но они должны были еще нарушать целостность снаряжения летчика, поскольку это морской самолет, летчики летали в ВМСК, а нарушение герметичности оболочки могло привести к тому, что спасти летчика мы могли его просто утопить. Смотрите во второй части нашей программы, как система автоматического катапультирования спасала жизни пилотов и каковы перспективы уникальной разработки. Правильное положение в воздухе обычное катапультное кресло занимает при помощи стабилизирующих штанг. Пройти через дыру в фонаре они никак не могут. Но была решена и эта проблема. На ВМовском кресле в момент катапультирования через остекление штанги отключались, и штанги не вводились. Вот это еще одна особенность была. В ходе большого количества экспериментов, проведенных через остекление фонаря, удалось добиться абсолютно безопасного катапультирования. Не только самого летчика, но и для его экипировки. Впрочем, при полетах над холодными морями это было одно и то же. Установленный на самолетах Як-38 всех модификаций комплекс средств аварийного покидания состоял из бортовой электросистемы, управляющей логикой работы агрегатов комплекса, катапультной установки и системы автоматического катапультирования на режимах вертикального и короткого взлета и посадки. В системе катапультирования применен ряд конструктивных решений, обеспечивающих максимальную интенсификацию покидания, включая катапультирование через остекление фонаря, а для двухместного самолета, кроме того, одновременное катапультирование двух членов экипажа с боковым разведением траектории катапультирования. На Спарке у нас было два катапультирования. Особенности катапультирования на Спарке, ну, в связи с дефицитом времени, что оно производится одновременно. Вот это тоже было новшество в области катапультирования. Одновременно катапультируются и передний, и задний летчики через остекление фонаря. Мы придумали систему разделения траекторий. То есть после катапультирования они разлетались V-образным таким веером. На самолетах Як-38 впервые в отечественной авиации
применен автоматический ввод в действие средств, обеспечивающих выживание летчика при попадании его в воду. НАС, спасательный пояс, плот, кислородная система для дыхания под водой, радиомаяк. Системе автоматического катапультирования летчики-испытатели долгое время не доверяли. Они говорили, если разработчики считают нужным ее ставить, то пускай устанавливают. Но при этом пилот должен иметь возможность включить или выключить ее самостоятельно, решая, будет он летать со страховкой в виде черного ящика или без нее. Именно в таком компромиссном варианте эксплуатировался Як-36. Никаких серьезных инцидентов при эксплуатации САК на этом самолете не возникало. Не было ни одного нештатного случая, когда в системе возникла бы необходимость. Летчики постепенно привыкали к ней. Но психологический барьер так и не был преодолен полностью. Тем не менее, было ясно. Принципиальная конструкция САК удачна. По той же схеме, только с более совершенной электроникой, создавалась и система автоматического катапультирования для Як-38. К сожалению, первый раунд психологического противостояния летчик-система мы проиграли. По иронии судьбы, первое автоматическое катапультирование из самолета Як-38 было, как мы его называем, ложным. Это случай, когда полковника, героя Советского Союза Хомякова выбросило в совершенно безобидной ситуации при сдаточном полете на небольшой высоте при горизонтальном положении самолета. Это произошло, все мы помним эту дату очень четко, 4 марта 1976 года. Действительно, 4 марта 1976 года, в предпоследний день работы 25-го съезда КПСС, взлетев вертикально, летчик-испытатель Хомяков включил систему автоматического катапультирования, развернул самолет в сторону Волги и начал разгон самолета с набором высоты. Катапультирование произошло уже над Волгой, на 49-й секунде полета, на высоте 135 метров и скорости 375 километров в час. И Владилен Павлович под куполом парашюта благополучно опустился на лед Волги в 2 километрах от места старта. Самолет, превратившийся в летучего голландца, уверенно шел по курсу. При этом импровизированный беспилотник не отвечал на сигналы советской противовоздушной обороны. Дело в том, что система распознавания «свой-чужой» – одна из главных военных тайн любой страны. Поэтому при катапультировании ответчик автоматически уничтожает шифры. В результате в воздухе появился не просто непилотируемый, а неопознанный летающий объект. Обнаружив НЛО, ракетчики подняли тревогу. Ситуация осложнялась тем, что как раз в эти дни проводился 25-й съезд КПСС, а тут вышедший из-под контроля реактивный самолет. Что если он атакует дворец съездов? С самого верха пришла команда – уничтожить взбунтовавшийся летательный аппарат. Через 16 минут самолет пролетел по дуге около 125 километров и оказался на высоте 8000 метров. Его скорость уменьшилась до 225 километров в час, и он вошел в плоский штопор. Еще через 2 минуты, выполнив 18 витков, машина практически без тангажа, крена и поступательной скорости столкнулась с землей в 32 километрах от места старта, разрушилась и частично сгорела. По безопасности катапультирования отечественная система значительно превосходила зарубежные аналоги. Достаточно сказать, что в подобном случае, после самопроизвольного катапультирования из английского «Харриера», он тоже продолжил полет, но летчик погиб. Для того, чтобы установить причину отказа электронного ящика, потребовался целый месяц сложных экспериментальных работ. Причина оказалась традиционной. Как и все электронные устройства, система автоматического катапультирования плохо реагирует на сбои в электропитании. Был кратковременный перерыв питания, микроскопический при приводе сопла, когда выключатель попал в так называемый режим зуммера. Он начал дребезжать. И этот дребезг вызвал неупорядоченную работу системы, ее срабатывание.
Ну, естественно, после того, как причина была установлена, создатели системы нас всех строго взыскали, а самолет продолжали испытывать дальше. Но вскоре САК показала, для чего она создавалась. Через несколько месяцев после неприятного инцидента система спасла жизнь пилота. При заходе на посадку он не заметил, что не довел сопло подъемно-маршевого двигателя до вертикального положения и пытался затормозить самолет, выводя его на большие углы атаки и резко убирая тягу двигателя. Самолет начал быстро падать, но автоматика среагировала на превышение угла и катапультировала летчика. Исследования самописцев показали, пилот был выброшен из самолета за 0,2 секунды до удара о землю. Само собой, о ручном катапультировании в такой ситуации не могло быть и речи. Это была уже реальная демонстрация возможностей спасительного черного ящика. Отношение к САК стало меняться. Тем не менее, пилоты по-прежнему включали систему не всегда. Однажды это привело к трагедии. Опытный летчик-испытатель погиб из-за собственной невнимательности. У него при заходе на посадку на Феодосийский аэродром Кировская сработала сигнализация отказа гировертикали, прибора, выдающего сигнал в систему автоматического катапультирования. Как вспоминает бывший заместитель начальника НИИ ВВС Степан Микоян, при таком отказе необходимо отключить эту систему, но тогда вертикально садиться запрещается. Посадочная полоса аэродрома Кировская ремонтировалась, и для посадки по самолетному летчик должен был уйти на соседний аэродром. Однако это был конец недели, и к нему приехали гости. Очевидно, торопясь домой, он не доложил руководителю полетов об отказе и пошел на вертикальную посадку. После запуска подъемных двигателей летчик мог попытаться снова включить систему автоматического катапультирования, а она, как оказалось, была в работоспособном состоянии. Но он решил садиться вертикально при выключенной системе, что в исключительных случаях все же допускалось при условии повышенного внимания летчика. Однако при заходе на посадку, когда не запустился один из двух подъемных двигателей, летчик, несмотря на срабатывание сигнализации, этого не заметил. В результате пропала половина переднего вектора тяги. В начале торможения, пока самолет держала аэродинамика и сила двигателей была невелика, он шел относительно ровно. При быстром уменьшении скорости и увеличении вертикальной тяги двигателей у самолета резко нарастал пикирующий момент, который уже не компенсировался органами управления. Оценив ситуацию, в последние секунды летчик пытался катапультироваться вручную. По словам Степана Микояна, летчик одной рукой попытался схватить держку катапультирования, но вместо этого потянул за всплывший из-за отрицательной перегрузки жгут проводов. Так и упал с самолетом с зажатым в руке жгутом, а автоматика его бы катапультировала. После этого случая был введен в действие документ, обязывающий летчиков включать и выключать систему, как положено по инструкции, и этот факт регистрировался на самописец аварийных параметров, чтобы можно было после полета проверить правильность действий летчика. И они уже действовали по инструкции. Наличие на борту включенной САК не мешало пилотам при необходимости катапультироваться вручную. Всего было свыше десятка подобных случаев, все на горизонтальных участках полета. Во всех эпизодах спасение летчиков было успешным. Таким образом, самолет, оборудованный системой автоматического катапультирования, был практически полностью безопасным. САК обеспечивала спасение пилотов со 100% вероятностью. Такого в мировой авиации еще не было. Мнение летчиков о системе изменилось коренным образом. САК стали называть не иначе, как «наша палочка-выручалочка». За время эксплуатации самолетов Як-38 всех модификаций зарегистрировано 19 автоматических катапультирований на вертикальных режимах, включая 2 парных из двухместного самолета Як-38У. На зарубежных боевых СВВП, а в течение нескольких десятилетий это были только самолеты семейства Harrier всех модификаций,
Подобная система автоматического аварийного катапультирования не устанавливалась, поскольку считалось, и, как показала практика, совершенно напрасно, что такая система при единой силовой установке с минимальным разнесением векторов тяги не нужна. Одна из известных катастроф самолета «Харриер» произошла из-за отрыва одного из 4 поворотных сопел двигателя при перекладке на переходном режиме. Когда создавался Як-141, сомнений в том, какой должна быть будущая система, уже не было. Практика доказала, что САК — это эффективный подход к повышению безопасности экипажа для вертикально взлетающих самолетов. Однако, в отличие от предшественниц, новая система разрабатывалась на основе цифровых технологий с современными мультиплексными каналами передачи информации. На Як-141 случаев для автоматического срабатывания системе не представилось. Единственное катапультирование было произведено на палубе авианесущего корабля по команде пилота вручную. В связи с закрытием программы по самолету Як-141, дальнейшего продолжения на отечественных СВВП система автоматического катапультирования пока не получила. Но опыт создания автоматического спасателя пригодился при разработке катапультных кресел нового поколения. В настоящее время на новом западном истребителе короткого взлета и вертикальной посадки F-35B, начало летных испытаний которого запланировано на май 2008 года, единая силовая установка выполнена по продольной векторной схеме с выносным подъемным вентилятором. Последствия отказов агрегатов такого вентилятора, приводного вала, муфты сцепления, редуктора, самого вентилятора на вертикальных режимах аналогичны последствиям отказа подъемного двигателя на самолете Як-38. Поэтому на самолете предусмотрена система автоматического катапультирования фирмы Мартин Бейкер, подобная системе, разработанной для Як-141. Создание систем автоматического катапультирования для самолетов с вертикальным взлетом и посадкой – часть громадной работы по сохранению жизни летчиков, космонавтов, моряков. Отечественные разработки в этой сфере получили мировое признание. Многие из них были созданы под руководством легендарного конструктора Гая Северина. 7 февраля 2007 года на 82-м году жизни Гай Ильич Северин скончался. Гай Северин мечтал об авиации с детства. В 1942 году он поступает в Московский авиационный институт, эвакуированный в столицу советского Казахстана. Серьезно занимается альпинизмом и горными лыжами. Любовь к спорту Гай Ильич сохранит на всю жизнь, став двукратным чемпионом Советского Союза по горным лыжам. По окончании МАИ Гай Северин идет в ЛИИ, летно-исследовательский институт. Но настоящим асом дано стать не каждому. И Гай Ильич, по его собственному признанию, решил, что лучше быть приличным инженером, чем плохим летчиком-испытателем. В легендарной подмосковной «Звезде» Северин с 1952 года, с момента основания предприятия. В 1963 назначен главным конструктором завода. Бессменным руководителем предприятия Гай Ильич Северин был до самой кончины. Конструктор участвовал в подготовке полета Гагарина и Титова, выхода в открытый космос Леонова, создавал скафандр для советской лунной программы. Под его руководством разработан современный скафандр для экипажей Международной космической станции. Особая заслуга конструктора – авиационные катапультные кресла. Они спасли жизни сотням летчиков в самых трудных ситуациях. Один из показательных эпизодов произошел в 1999 году на 43-м Парижском аэрокосмическом салоне. Экипаж Су-30МК спасся после того, как самолет ударился хвостовой частью о землю. Причем летчики встали на ноги еще до приезда бригады скорой помощи. Во всех сферах деятельности, где нужно сохранить высшую ценность,
жизнь человека работают эффективные системы, созданные под руководством Гая Ильича Северина. Программа «Смотр» прощается с вами на неделю. До встречи на канале НТВ.